Все мы с вами уже давным-давно ждем, когда футбольные симуляторы, которые работают на движке Unreal Engine, перейдут на 5-ю версию данного движка, а именно UFL и eFootball. И если eFootball все еще функционирует на 4-й версии движка, то вот уже UFL вместе со своим релизом ожидается на 5-й версии. И в одном из последних роликов разработчики вкратце продемонстрировали, как это примерно может выглядеть, продемонстрировав всю ту атмосферу, картинку и в целом движение при использовании Unreal Engine 5, о чем и предлагаю сегодня поговорить. Поэтому давайте не будем долго затягивать, поддержите это видео своими лайками, в комментариях делитесь своим мнением, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. У меня невольно складывается такое ощущение, что к ролику, в котором просто продемонстрирована моделька стадиона, было приковано больше внимания, чем к предыдущим роликам, где разработчики так или иначе, но отвечали на вопросы со стороны игроков. Возможно, оно отчасти и справедливо, потому что последний ролик и вправду выглядит очень даже завораживающе. Нам демонстрируют модельку стадиона #United. Это вроде как английская любительская команда, ну что-то наподобие медиалиги. Стоит отметить, что с самого начала и по конец данного ролика используется только компьютерная графика, то есть никаких реальных кадров ни в начале, ни в середине, ни в конце. И поэтому, когда нам демонстрируют футболку #United, она выглядит и вправду очень даже реалистично. Да и последующие кадры с бегающими футболистами внушают, такое удивление, если честно. И несмотря на наш постоянный скепсис со стороны игрового процесса UFL, стоит отдать разработчикам должное. С моделированием стадионов у них и вправду все очень даже неплохо. И те партнерские команды, которые доверили им свои арены, в принципе, в продемонстрированных роликах ранее выглядят очень даже неплохо. И стадион #United, которого в реальной жизни вроде как не существует, это просто смоделированный стадион, исходя из набросков, он также выглядит очень даже интересно. Но все основное внимание привлекает не столько кадры, сколько описание данного видео, потому что разработчики упоминают про in-game футаж, то есть чуть ли не самые что ни на есть игровые кадры, которым очевидно придали некоторые кинематографичности. Однако уже непосредственно в комментариях разработчики уточняют, что для создания этого ролика они использовали игровые ассеты из UFL и непосредственно игровой движок, судя по всему Unreal Engine 5 как раз таки. Ну что не менее важно, они подмечают, что это не геймплей, это не игровой процесс в режиме реального времени. Некоторые графические элементы, анимации были привлечены из игры непосредственно, но были отредактированы таким образом, чтобы опять же это все выглядело кинематографично. И по сути это аналогичная история, что и с анонсом PES 2022, когда были использованы игровые ассеты стадиона, Лионеля Месси, возможно и иные ассеты из игры. Вот в таком вот видеоролике, который соответственно подвергся своего рода редактированию, чтобы это все выглядело намного красивее и интереснее. Здесь аналогичная ситуация. В принципе, представляя трейлер каждой новой части, FIFA занимается чем-то подобным. Вроде как игровые кадры, но которые разбавлены некоторой кинематографичностью. В комментариях под этим роликом мне будет интересно узнать ваше мнение касаемо всего увиденного, как вам моделька воссозданного стадиона, как вам вообще картинка, выглядит здорово или же наоборот ничего особенного, делитесь в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку именно ваша активность способствует продвижению видео и канала соответственно. Подписывайтесь колокольчиком и не забывайте про наши соцсети. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, дорогие друзья.